шаль, может быть бактус, очень модного цвета. Еще ниточка мягкая-мягкая, очень приятная. Ее даже вот и носить приятно, и вязать с нее приятно. Предлагаю посмотреть. Сегодня мне пришла посылочка с пряжи. Вот такая модная, ультрамодная пряжа зеленого цвета. Это у нас бамбук. Компания бамбук, да? Состав хлопок плюс бамбук. Вес 50 грамм, длина 205 метров. Магазин Атрико. Интернет-магазин. Можно заказать, и у вас будет скидка. Я напишу в описании, что нужно написать в магазин, если вы будете покупать. Пряжа очень бюджетно стоит. Прям очень. И такая нежная, очень-очень приятненькая. Прям мне очень понравилась. Я решила заказать модный цвет. Еще вот такой подарочек пришел, связанный из пряжи, если кто видит. Симпатичная такая бирочка. Вот. Что мне понравилось, она мягкая, хлопок, бамбук, и длина 205 метров 50 грамм. Это значит, как я привыкла вязать, 400 метров 100 грамм. Вот такая красота. Я возьму свой любимый крючок 2,75. И сегодня мы с вами с замечательной такой ниточки, что очень удобно, в центре, да, есть вторая ниточка выходит, можно связать в 2 нити, но мы будем вязать в одну, хорошо скрученная, мягенькая, яркая, прям красота. Мы сегодня будем вязать шаль. Сегодня с вами будем вязать шаль из очень интересных ниточек бамбук. Почему интересная? Ниточка в руках скользит, как шелк. Мягкая, необыкновенно нежная. Очень модно, ультрамодный цвет. Вообще-то это бамбук у нас идет. Состав хлопок плюс бамбук. Длина 205 метров 50 грамм. Как я привыкла вязать. Я люблю вязать пряжу 400 метров 100 грамм. Это то же самое. Ниточка хорошо скрученная. Вот она у нас идет в одно сложение. И очень интересная шалька. Сначала мы с вами делаем кольцо. И в кольцо вяжем 1, 2, 3. Вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Узор очень легко запоминается. Схемы нет. Я согласна, со схемой вязать всегда удобнее. Но вот как есть. Но схемочка достаточно простая. Я думаю, что легко можно запомнить и без схемы. Я на это надеюсь. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И еще разочек. То есть это у нас, как обычно, в шале в самом начале мы вяжем. И в самом конце 3 столбика и 3 воздушные петли. То есть мы так и начинаем вязать, как обычно. 3 столбика. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Боковые группы, я их так называю. Потому что они всегда вяжутся одинаково. Особо их запоминать и не нужно. Они быстро запоминаются. Вот. Провязали. Вот здесь мы ниточку с вами стягиваем. И идем на второй ряд. 1, 2, 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. И в арочку вяжем опять повтор 3 столбика и 3 воздушные петли. Между ними 1, 2, 3. И повтор 3 столбика. И повтор. 3 воздушные петли. Боковую группу провязали. 3 воздушные петли и вяжем опять боковую группу. Столбик, второй и третий. 1, 2, 3 и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Вот наша боковая группа 1 и 2. Вот этот остаточек, на него не обращая внимания, он вот так должно быть. Вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3. Опять воздушную
арочку вяжем 3 столбика и 3 воздушные петли. 1, 2, 3 и еще 3 столбика. 1, 2, 3. Раз, два, три. 3 воздушные петли. Там, где арочка, начинаем вязать узор. Это у нас столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, галочка. Такая галочка. Все знают, как она вяжется. 3 воздушные петли. Легко запомнить, потому что все время 3 воздушные петли. Боковую группу мы с вами быстренько свяжем. Узор легко запоминается. На самом деле 1, 2, 3. Без схемы легко запомните. Можно даже просто сфотографировать фрагмент вязания и понять, как вяжется. Потому что 1, 2, 3. Потому что вяжется очень просто. Боковые группы вяжем по умолчанию. Ничего не объясняю. Я думаю, что понятно это. Логически понятно. Все время повтор. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь там, где у нас галочка, мы ее увеличиваем в размерах. Мы вяжем в центр 2 галочки, столбик. 1, 2, 3. Столбик. 1, 2, 3. То есть мы из одной галочки вяжем 2, а боковые группы неизменно 1, 2, 3. Боковые группы неизменно вяжутся одинаково в начале и в конце. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и повтор. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Боковые группы связали. Теперь наша задача из 2 галочек сделать 5. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в первую галочку вяжем опять столбик. 1, 2, 3 и столбик. Галочка готова. 1, 2, 3. В центр столбика вяжем столбик. 1, 2, 3. В галочку вторую вяжем. 1, 2, 3. Вот. У нас должно получиться 5 столбиков. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 галочки. Вот такое у нас начало. 1 галочка, 2 и 4. И сейчас небольшое изменение. Также вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3 всегда. И делаем 2 накида. Теперь в каждую галочку мы провязываем тоже галочку, но с 2 накидами. 1, 2, 3. Между ними 3 воздушные петли. Больше ничего не меняется. В каждую галочку вяжем галочку. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами. Всего у нас будет 4 галочки. Ну, просто больших. 1, 2, 3. Довязываем до конца боковую группу и немножко меняем вязание. Что делаем дальше? Боковая группа у нас связана. Теперь все наши галочки в центр мы обвязываем столбиками без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Все абсолютно провязываем таким способом, простым очень. 1, 2, 3, 4. Все арочки обвязываем вот таким способом. Довязываем до конца
3 воздушные петли, боковая группа. Смотрите, что у нас должно получиться. У нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 окошечек обвязанных. 1, 2, 3. Хотя было 4 галочки, но помните, что между галочками у нас тоже были воздушные арочки. И поэтому получилось 7. Довязываем боковую группу. 1, 2, 3. И меняем немножко вязание. Мы обвязали все наши арочки, 7 штук, столбиками без накида. Идем дальше. Теперь в самый первый столбик вяжем столбик, воздушная петля. 1 пропускаем. Столбик, воздушная петля. 1 пропускаем. Так вяжем до конца ряда. И вот здесь такая дилемма. Я вязала по иностранному видео. Смотрите, у нас воздушная петля есть, а одного столбика пропустить нету. Но мы вяжем последний столбик без пропуска. Либо в центре вяжем не 4 столбика без накида, а 5. Ну, то есть одного столбика нам немножко не хватает. Ну, ничего страшного, мы его добавим. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Что делаем теперь? После того, как мы обвязали столбик, воздушная петля, в следующем ряду мы добавляем новую галочку, то есть новый узор для вязания. Делаем расширение. В центр из 3 воздушных петель вяжем галочку. Столбик, 3 воздушные петли и столбик. Именно в этом месте нужно запомнить, что как только мы с вами провязали столбик и воздушную петельку, мы провязываем так. Мы провязываем. Идем сейчас такое место неудобное. Галочку. 1, 2, 3. Теперь на вот этой шапке столбиков мы пропускаем 2 столбика и смотрим, где у нас воздушная петелька. Она у нас вот здесь, вот она. Столбик без накида, воздушная петля. И дальше мы вяжем столбик без накида в воздушную, не в петлю, а в воздушную арочку. Не в столбике, а между столбиков. А в начале и в конце мы пропускаем 2 столбика без накида и вяжем новый узор. Причем узор у нас будет повторяться на постоянной основе. Будем все время вязать одно и то же. Вот у нас осталось 2 столбика. 1, 2, 3 воздушные петли. И по центру из 3 воздушных петель в центральную вяжем галочку. 1, 2, 3. Разочек. 1, 2, 3. Вот, у нас получилась вот такая основа. Достаточно симпатичная. Которую мы будем повторять. Теперь смотрите, в следующем ряду мы вяжем с вами из этой галочки, вот как здесь, 2 галочки. 3 воздушные петли мы соединяем с боковой группой в начале и в конце. 3 воздушные петли, вот как здесь. Вот. 2 галочки привязали, 3 воздушные петли через 2 столбика соединяем. Через 2 столбика соединяем. Что должно получиться? Вот должна получиться такая основа. Смотрите. Один с вами узорчик связали. Начинаем вязать. Вот сейчас 1, 2, галочку набрали. С этой галочки вяжем 2 галочки здесь. 4, 4, 4, но с 2 накидами. И все время провязываем боковую группу, она у нас одинаковая, и провязываем, соединяем через 2 столбика в центре. По центру первого узора. Вот здесь вот мы вяжем узор, и соединяем, здесь. И получаем такой вот целиком узорчик и еще 2.
Что у меня получилось? Вот я связала точно такой же узор, который мы с вами разобрали. В одном месте и во втором. И у нас уже получилось 3 узора. Как обычно, когда мы вяжем шаль, так оно и получается, должно получиться. В том месте, смотрите, вот я каждые 2 столбика пропускала, присоединяла, пропускала, присоединяла. И в том месте вот у нас уже все связано, наш узорчик. Пошли наши столбики и воздушная петля. И здесь мы просто-напросто вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и присоединяем в первый столбик. Вот. Как нам соединить первый узор и второй. В следующем ряду здесь мы все вяжем. Как вяжем, мы знаем, как это вяжется. Столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля. И в следующем ряду вот за эту арочку, вот за эту арочку и за эту мы начинаем вязать новый узор. То есть узор-то у нас уже нам известен, он на постоянной основе. Вот у меня дырочка. И мы вяжем галочку, точно такую же, как в самом начале. Мы ее вяжем в центре и по бокам. Вот. Наращиваем уже 3 узора, потом 4, 5 и так далее, сколько вы хотите. В среднем шалька, на шаль уходит 100 грамм. Размером она больше метра, может быть даже 1,5. А вот бактус можно связать спокойно, хватит 50 грамм. Бактус метр на 50 сантиметров в высоту. Такой вот себе шарфик, хорошенький. Вот. То есть наша задача, смотрим, как вяжется первый узор, я его показала весь, как он вяжется, и добавляем по бокам. Связали 2 узора, добавляем по бокам и в центре. В том месте, где у нас вот эта вот шапочка заканчивается, вот она, в следующем у нас узоре здесь она закончится, у нас будет узорчик в этом месте и в этом месте, прямо по центру шапочки. Предлагаю попробовать, вяжется совсем несложно. Самое главное не бояться, узор-то смотрите какой простой. Галочка, 2, 4. 4 идет обвязка столбиками без накида. Только началась столбики обвязка без накидов, добавляем новые. Вот такая теория. А теперь вам нужно попробовать практику. Надеюсь, видео вам понравится, тем более будет продолжение, как из этой треугольной шали связать кофточку. Но это уже совсем другая история. Переходите по ссылке в описании, посмотрите ниточки, очень интересные. Промокод Азимов, моя фамилия, получите скидочку. И приятного всем вязания. До новых встреч!